Здравствуйте, дорогие девы! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, а это ваш астрологический прогноз на следующую неделю с 19 по 25 февраля. Достаточно много разных событий может вас поджидать. Давайте поскорее узнаем, какие именно. Наливайте чай, кофе, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали. Мы начинаем. Понедельник начнется с того, что Солнце переходит в знак зодиака Рыбы, ваш седьмой дом гороскопа, до 22 марта. А седьмой дом гороскопа — это партнер, это отношения, это ваш любимый человек. Что-то тайное станет явным в течение вот этого месяца. Какой-то секрет вы узнаете о своем любимом человеке, который скрывался от вас и не по понятным причинам, почему скрывался. Когда вы это узнаете, вы будете спрашивать себя, почему мне об этом не говорили, почему ты мне не могла сказать или не мог сказать раньше, что такое, почему, зачем. Вы захотите разобраться во внутреннем мире вашего любимого человека и тем самым залезете очень глубоко. Вот здесь вот, конечно, лучше не копаться в голове любимого человека, а просто принять факт, данность того, что вы узнаете. Либо ваш секрет кто-то узнает, это тоже работает в две стороны. Может быть, вы что-то скрывали от любимого человека, и сейчас это станет явным, и нужно будет решить, как жить дальше. Затем, Солнце в Рыбах — это возникнет желание делать людям добро. Возможно, вы будете сводить людей, друзей, одинокую Машу и одинокого Петю будете сводить, будете как сваха, или, может быть, просто познакомите людей друг с другом и создастся какой-то союз. Вы можете сделать и такое. Либо поддерживать кого-то будете. Тот, кто одинок, может быть, будете предлагать помощь, с кем-то проведете время, кого-то куда-то отправите в какой-то там, может быть, отель, дом отдыха, или просто вместе с кем-то поедете в отпуск из своих друзей. Затем, седьмой дом — это переговоры и интервью. Может быть, вы будете брать к себе на работу человека, который расскажет вам всю свою историю жизни, вы его пожалеете и возьмете. Ну и помимо всего прочего, Солнце в Рыбах еще одновременно — это желание быть наедине с самим собой, чтобы вас никто не трогал, разобраться в себе, разобраться в своих отношениях, разобраться вообще, что я делаю так, что я делаю не так. Опять же, если вы еще одинокий представитель знака зодиака Девы, то здесь возникает вопрос, что не вопрос, а возникает ситуация, когда вы больше будете понимать себя. А почему я одинок или одинока? Может быть, я что-то делаю не так, и что-то, возможно, в вашей жизни поменяется. Вторник и среда. Луна в знаке зодиака Рак, в вашем 11 доме гороскопа. А это друзья, коллектив и единомышленники. Вы захотите вместе с ними поностальгировать о чем-то, о прошлом, о каких-то похождениях, встретиться с ними за чашкой кофе со своими подругами или в баре со своими друзьями и обсудить, как было классно 15 лет назад. Мы с тобой пьяные залазили на сугробы и катались с них. Или, не знаю, делали ангелочка в снегу. То есть какие-то вот такие ностальгические моменты захотите обсудить с вашими бывшими коллегами, либо с друзьями во вторник и в среду. Помимо всего прочего, 11-й дом — это мечты, какие-то надежды. Они будут выстроены в плане какого-то, знаете, материнское чувство, во-первых, когда Луна в Раке вызывает материнское чувство, и здесь, возможно, какие-то мечты и планы касательно материнства. Может быть, вы будете задумываться во вторник и в среду, как было бы прекрасно, если у меня был бы ребенок, как бы я его воспитывала или воспитывала. Либо, если у вас уже есть дети, проявится это во внимание к детям, может быть, вы будете их больше опекать, больше с ними захотеть проводить время. Затем, 11-й дом — это дом реализации. Возможно, вы захотите в чем-то себя реализовать, в какой-то сфере деятельности, в которой вы ни разу не работали, либо вы думали о том, что вот сейчас появится время, я пойду заниматься английским и реализую себя как переводчика. Поэтому здесь могут во вторник и в среду прийти такие мысли, что пора что-то делать, хватит сидеть на одном месте. Затем Луна в Раке — это вероятность попасть под контроль другого человека, под контроль руководства или под контроль знакомого, друга, подруги. И здесь будет вам что-то не нравиться, потому что вас будут контролировать, вас будут направлять, и вы словно внутри будете понимать, что куда-то меня не туда ведут. Я хочу пойти налево, а меня все время направо куда-то ведут. Так что здесь, дорогие девы, подключайте логику, подключайте критическое мышление, смотрите, наблюдайте, кто что советует вам, и делайте выбор самостоятельно.
это будет самым важным и нужным решением. Ну и романтическое настроение будет во вторник и в среду. Захотите понежиться под пледом с любимым человеком, никуда не ходить, ничего не писать никому. Вот просто все, отстаньте, хочу полежать, поваляться звездочкой и просто вот зажечь свечи, приготовить самый вкусный ужин и понежиться с кем-нибудь. В пятницу планета Меркурий переходит в знак зодиака Рыбы, там же, где находится Солнце в вашем 7-м доме гороскопа. Все, что касается отношений, брака, любимого человека, партнера. Вот здесь может от вас потребуется какое-то внимание, либо любимый человек потребует от вас внимания, хватит, все, давай, сходим туда, сходим сюда. Вы будете менее активны, вы будете погружены в свой какой-то внутренний мир, потому что Меркурий в Рыбах — это еще мысли, это мечты, это иллюзии какие-то. Вы будете улетать куда-то туда, в какое-то измерение. А как было бы круто, если бы мы жили на Бора-Бора, а вот если бы мы жили в достатке и не нуждались бы в деньгах никогда в жизни, а вот здорово, если была бы машина, квартира, дача и все остальное. То есть вы можете просто улететь куда-то вот прям вообще вот очень далеко. Поэтому здесь главное сохранять все-таки реальность времени, дорогие девы. Приземляйтесь, не особо сильно улетайте, потому что когда вы начинаете улетать, и потом вы возвращаетесь в реальность, вас ничего не устраивает. Поэтому здесь очень важно все-таки держать себя в руках, потому что Меркурий все-таки планета ума, планета мозга, мышления, и он может все-таки вас вот так вот немножечко в облака унести. Затем, Меркурий в Рыбах — это новость, может прийти новость касательно любимого человека или каких-то судебных процессов, которые у вас сейчас происходят. И эта новость не будет вас отпускать. Вот несколько дней или, может, даже неделю вы прям будете ее мусолить, а вот как поступила бы я тогда или поступил бы тогда, а вот что принять сейчас, вот прям вот не будет вас это отпускать. Может быть, какие-то слова вы услышите в свой адрес, и вот прям вот не сможете успокоиться. Ни первый день, ни второй день, ни третий. Будьте, пожалуйста, начеку. Ну и слушать нужно свой внутренний голос, свою интуицию. Если вас куда-то приглашают, если вы еще одинокий представитель знака зодиака Девы, то подумайте, нравится вам этот человек или нет. Не нужно бросаться на амбразуру и все, да, пошли, и пофигу, как ты выглядишь, что ты из себя представляешь. Слушайте свою интуицию, свой внутренний голос. Он поддаст вам именно те варианты, правильные решения, какие бы ситуации в вашей жизни сейчас не складывались. Ну и выходные. Луна переходит в ваш знак зодиака Девы. В 1-м доме гороскопа будет находиться. И здесь самое время, чтобы посвятить все свободные минуты себе. Поэтому здесь вы захотите навести порядок. Возможно, вы захотите сделать ногти, или ресницы себе наклеить, или прическу новую, или свитер новый купить, или вообще сходить в кафе и съесть этот чизкейк, на который вы смотрите уже не первую неделю. Вам захочется что-то изменить в себе, во внешности. Может быть, вы будете прокачивать свою фигуру, либо свои мозги, либо менять свой облик, имидж, стиль. Вы захотите что-то вот внести новенькое. Затем сосредоточенность у вас будет на этом. Вот не нужно скинуть лишние килограммы. Выходные вы задумайтесь об этом. Может быть, диету какую-то будете узнавать, прописывать. Либо искать что-то в интернете. А вот что самое менее калорийное. И вот это вот будете покупать и кушать. Нервозность из-за этого может вас беспокоить в выходные, что вот вы либо голодаете, либо вы не можете никак вот что-то изменить в себе, и вот будете немножечко раздражены по этому поводу. Будьте, пожалуйста, аккуратны, девы. Ну и вмешиваться, возможно, вы будете в чужие дела, в чужую жизнь, учить кого-то жизни. Вот ты не так живешь, ты не так делаешь, ты не так воспитываешь, ты не так одеваешься. Ты вот делаешь что-то не так, поэтому здесь, девы, пожалуйста, контролируйте все свои слова, контролируйте все свои ручки, которые лезут в чужие дела, и непосредственно думайте в выходные только о себе, о своем физическом состоянии внутреннем. Обращайте внимание вообще на здоровье в выходные дни. Также 1-й дом — это талант, проявляется талант, способности. Может быть, вы захотите стать тренером или консультантом, или, не знаю, организатором чего-то или кого-то. И здесь важно будет в выходные, вот если что-то появится, какая-то новая способность, хватайте ее и сразу мотайте себе на ус. Возможно, это именно то, что вы искали. Дорогие девы, я желаю вам крепкого здоровья, любви и благополучия, чтобы у вас все было хорошо. Любые невзгоды пройдут. Все проходит, время лечит. Давайте все-таки смотреть оптимистично в наше будущее. Все непременно наладится. И у вас все будет хорошо.
Спасибо большое всем за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали. Девы, еще раз, любви, здоровья и только вперед. Не останавливайтесь и не смотрите в прошлое. Вас ждет все самое лучшее. Всем до свидания.